Когда вы пытаетесь стать здоровым человеком, то вашим изменениям будут противодействовать несколько внутренних барьеров, назовем это так. Один из этих барьеров называется скрытые выгоды от недостижения поставленной цели, либо скрытые выгоды от того, что вы ничего не будете менять. То есть ваша цель, например, стать более здоровым человеком. И вы сосредоточены на плюсах от этого состояния. У вас больше ничего не болит, вы сбросили лишний вес, ваша энергетика улучшилась, все отлично. Но в реальной жизни обычно за все нужно платить. То есть, приобретая что-то новое, вы теряете часть того, что имеете сегодня, или получаете новые хлопоты и заботы. То есть, при движении в сторону здоровья неминуемо возникают некоторые обстоятельства, которые можно условно отнести к минусам, поскольку вы не готовы к их появлению. Например, желание давать своему организму достаточное количество движения обычно приводит к пониманию, что нужно будет делать утреннюю разминку, а значит, вы теряете возможность поспать несколько минут утром, а ведь утренний сон так сладок. То есть, получив одно, вы теряете другое. А если вы не готовы терять свое любимое поспать подольше, то оно становится непреодолимым препятствием к достижению вашей цели. То есть ваше «подольше поспать» становится одной из тех скрытых выгод, которую вы получаете, если не будете совершать усилий, чтобы стать более здоровым человеком. То есть скрытые или неосознаваемые выгоды – это то, что остается вам, если ваша цель не будет достигнута. Или то, чего вы избегнете, если цель не будет реализована. Например, здоровый образ жизни потребует от вас резко изменить систему питания, то есть вместо привычных сладостей нужно будет выбирать что-то более полезное из продуктов. Оно всегда не такое вкусное, как привычные вам булочки, пирожные и прочие вкусности. То есть не начнете вести здоровый образ жизни, зато избежите необходимости менять свой стиль питания, не нужно будет учиться готовить более полезные блюда и так далее. Получается, что при любом изменении всегда возникают своего рода минусы от этого изменения. Наше подсознание прекрасно просчитывает эти минусы. Если они могут привести к большому количеству переживаний, то блокируют нам достижение цели, чтобы избежать стресса в будущем. Значит, чтобы избежать такого внутреннего противодействия, необходимо выявить все скрытые выгоды, которые вы имеете сегодня вместо реализации вашей цели, и затем принять меры к тому, чтобы избавиться от этих скрытых выгод прямо сейчас, не дожидаясь, пока они заблокируют нужное вам изменение. Какие же скрытые выгоды могут помешать вам стать более здоровым человеком? Давайте рассмотрим их по всем трем основным направлениям поддержания нашего здоровья. Первым фактором здоровья, если помните, является необходимость обеспечить организм требуемым ему количеством движения. Значит, если ваша работа заставляет вас много сидеть на одном месте, например, у компьютера, то вам нужно будет изменить способ расходования остающегося от работы времени, ведь добавить себе движение вы можете именно за счет свободного от работы времени. Как именно вы это сделаете, решать вам. Возможно, если здоровье и ситуация позволяет, вы начнете делать ежедневные пробежки по утрам или вечерам. Возможно, вы запишетесь в какую-то секцию и будете 2 раза в неделю изнурять себя какой-то гимнастикой, йогой, аэробикой, пилатесом, стретчингом или чем-то еще. Либо вы будете догоняться нужным количеством движения по выходным, когда станете играть по несколько часов в футбол или теннис, плавать в бассейне и так далее. Что вы при этом приобретаете? Лучшее здоровье. Что вы при этом теряете? Или что дополнительно получите из того, что вам совсем не нужно? Многое. Вы получите необходимость бросить привычный вам образ жизни и начать совершать насилие над собой, заставляя себя выполнять разные упражнения. Вы теряете возможность на некоторое время просто поспать или полежать, пообщаться или потусить с друзьями. У вас возникает необходимость покупать спортивную форму или какое-то снаряжение. Вам нужно будет постоянно стирать спортивную форму от пота. Поначалу вы получите ощущение своей дефектности, находясь в окружении физически здоровых людей. Вам все это нужно в обмен только на здоровье? Но это еще не все со скрытыми выгодами от недостижения цели. Вторым фактором здорового образа жизни является правильное питание, которое будет обеспечивать ваш организм нужными калориями и микроэлементами и будет исключать почти все сладкое или просто вкусное, поскольку оно обычно вредное.
То есть вам придется достаточно сильно изменить свою систему питания. Что вы при этом приобретаете? Лучшее здоровье. А что вы потеряете или приобретете? Вы теряете возможность есть любые сладости, то есть ваша жизнь станет более пресной. У вас уменьшится возможность общения с подругами или друзьями за вкусным столом. У вас исчезает возможность есть в любом количестве любые булочки, пельмени и многие другие привычные блюда. У вас возникает необходимость постоянно отслеживать калорийность того, что вы засовываете себе в рот и так далее. Но и это не все. Третьим фактором здорового образа жизни является психологическое здоровье. Если вы создадите его в себе, то опять же приобретаете лучшее физическое здоровье, а взамен вы получаете следующие сложности. У вас возникает необходимость постоянно отслеживать свое эмоциональное состояние. Вы получаете необходимость очищать свое тело от накопленных в нем в прошлом эмоциональных блоков и сразу же убирать из себя свежие эмоциональные блоки. Вам обязательно нужно будет выявлять и убирать из себя ваши сверхважные ожидания, идеализации, чтобы они не провоцировали вас на новые переживания. Вы теряете возможности легко и свободно выражать любые свои эмоции, в том числе самые негативные. Ваша жизнь станет более пресной, поскольку из нее уйдут обиды, страхи, раздражения и другие сильные негативные эмоции. Как видите, на пути к здоровью вы теряете немало, поэтому вам потребуются достаточно большие усилия, чтобы сильно поменять себя и стать физически и психически здоровым человеком. Готовы ли вы к этому? Или то, что вы имеете сегодня, то есть ваши ранее неосознаваемые выгоды, представляют для вас реальную ценность, и вы не уверены, что готовы от них отказаться, решать вам. А мы лишь можем помочь вам убрать ваши скрытые выгоды, если вы выберете стать здоровым человеком. Но и это еще не все. Оказывается, что порой имеющиеся у вас заболевания тоже важны и нужны вам, и вы совершенно не готовы стать здоровым человеком. Зачем для достижения каких-то своих целей люди порой создают в себе заболевания? Давайте рассмотрим те выгоды, которые вы можете получать от болезней. Например, вы явно сталкивались с ситуациями, когда ребенок очень не хочет идти в школу, но оснований для пропуска занятий у него нет. Он мучительно ищет, как бы ему обосновать родителям пропуск занятий. И вдруг у него повышается температура, и он получает объективные основания не идти в школу. Или вам нужно встретиться с неприятным вам человеком, но просто отказаться вы не можете. Вы мучаетесь, как бы вам не ходить на эту встречу. И вдруг у вас либо поднимается температура, либо заболевает горло или что-то еще, и вы спокойно отказываетесь от встречи, имея для этого серьезные основания. Или вам нужно ехать в командировку, а вам этого очень не хочется. Как быть? Вы ищете повод отказаться от командировки, и у вас вдруг обостряется старое заболевание, и вы спокойно отказываетесь от поездки. То есть ваш организм порой приходит вам на помощь и дает вам основание отказаться от неприятного вам дела. Вы вдруг заболеваете и получаете нужное вам основание для отказа. Это и есть скрытая выгода от вашего заболевания. Или другой вариант получения выгоды от болезни. Вы вышли на пенсию и не знаете, чем занять себя. Ваши дети выросли и не требуют больше вашего внимания. Дача занимает вас максимум на полгода. А чем занять себя в остальное время? Вы мучаетесь этим вопросом, и ваш организм приходит вам на помощь. Вы заболеваете какой-то сложной болезнью и начинаете героически бороться с ней. Все, в вашей жизни снова появился новый смысл, и вы вряд ли хотели бы быстро вылечиться. Или еще вариант. Вы домохозяйка, ваш муж обеспечивает вас, но просто сидеть дома годами мало кто может, нужно куда-то приложить свои силы. Идти работать вам не хочется, да и это не имеет большого смысла. Но чем-то заниматься нужно же. Годик-другой таких страданий, и ваш организм приходит вам на помощь. Вы заболеваете какой-то сложной болезнью, при которой у вас нет реальных болей, но есть плохие анализы, которые требуют поддерживать специальный режим, пить всякие сложные и дорогие препараты и все время находиться под наблюдением врачей. В вашей жизни наконец-то появился смысл. Вот еще вариант скрытых выгод от болезни. Вы достаточно взрослый человек и хотели бы более активно влиять на поступки ваших детей и внуков.
А они, как назло, считают себя самостоятельными и не хотят слушать ваших рекомендаций. Как вам заставить их считаться с вами? Это несложно сделать через чувство вины, которое вы можете навесить на своих ближних родственников, если у вас есть сложное заболевание. Вы диктуете какое-то нужное вам решение дочери или внуку, например, с кем им стоит встречаться, а с кем нет, и заявляете, что вы не переживете, если они вас не послушают. А чтобы они поверили, что у вас все серьезно, то вы активируете у себя приступ заболевания с вызовом скорой помощи. Все, ваши родные испугались, что их поступки могут сделать вам плохо и стараются не нарушать ваши указания, то есть слушаются вас, насколько это возможно. А вы получаете удовлетворенность от того, что можете влиять на своих близких. Это ваша явная выгода, которую вы получаете от вашей болезни. А если вы будете здоровым человеком, то кто будет с вами считаться? Это были рассмотрены сложные варианты полученных выгод. На самом деле их значительно больше. Например, почти любое ваше заболевание позволяет вам получить массу скрытых выгод. Вот сокращенный список выгод от болезни от одной из участниц наших тренингов. Меня жалеют. Я таким образом получаю внимание и признание того, что я существую. На меня обращают внимание, мне мои близкие говорят, что любят меня. Я могу позволить себе много есть без чувства вины. Я могу позволить себе делать то, что я хочу, без чувства вины. От меня окружающие перестают требовать что-то. Я могу отдыхать и валяться на диване без чувства вины. Муж перестает смеяться надо мной и унижать меня. Меня, наконец, отпускает психологическое напряжение, я ни о чем не думаю. Я могу без чувства вины сказать всем, что меня достали и что мне нужно отдохнуть. Я перестаю от себя требовать, что я должна учиться, что-то делать, идти вперед. Я могу не ухаживать за близкими, я устала обо всех заботиться. Как видите, все это ей было бы очень сложно получить без болезни. Иногда болезнь напрямую решает какие-то ваши задачи, которые вы по-иному решить просто не можете. Например, одна из участниц тренингов рассказала, что у нее почти 10 лет идут легкие кровотечения, и врачи ничего с этим сделать не могут. При разборе ее ситуации выяснилось, что она живет с нелюбимым мужем, но разводиться с ним не хочет. Но и сексом заниматься с мужем категорически не хочет. Несколько месяцев терзаний на этот счет, и у нее открылось кровотечение, которое позволило ей отказать в сексе мужу. И теперь он уже лет 10 ждет, когда она наконец выздоровеет. А ей выздоравливать категорически не хочется, сами понимаете. И другой пример. Участник тренинга рассказал, что у него неожиданно возник диабет, хотя у родственников никакого диабета нет. При разборе ситуации выяснилось, что он работал в организации, где получал много денег. Но это была полукриминальная деятельность, он все время хотел уйти оттуда, но никак не мог решиться расстаться с такими большими деньгами. То есть он находился в хроническом стрессе. Потом у него внезапно случился приступ диабета, его забрала с работы скорая помощь. На эту работу он больше не вернулся. Сейчас диабет у него не прогрессирует, но и не уходит. Он нашел себе более спокойную, высокодоходную работу, но там тоже периодически бывают сильные стрессы, поэтому организм не убирает его болезнь, придерживает на случай, если он снова начнет испытывать слишком много стрессов. И тогда болезнь поможет ему уйти из этого места работы. То есть, когда человек не может решить какую-то проблему и находится в хронической стрессовой ситуации, то иногда организм создает ему заболевание, которое помогает ему выйти из стресса. А это и есть прямая выгода от возникшего заболевания. Как видите, даже от заболеваний могут быть явные выгоды, которые будут мешать вам выздороветь. Точнее, вы сами будете бессознательно выбирать оставаться больным человеком, чтобы не терять те выгоды, которые дает вам ваше заболевание. Некоторые специалисты считают, что все наши заболевания возникают из-за скрытых выгод. Возможно, что это действительно так. Но эти выгоды могут быть такими скрытыми или неочевидными, что мы никогда не выявим их. Поэтому мы будем считать, что скрытые выгоды являются причиной далеко не всех возникающих у нас заболеваний. Что же делать? Как стать здоровым человеком, если мы получаем от наших болезней или нездорового образа жизни столько выгод? Возможно ли это в принципе? Конечно, это возможно, и это делается в два этапа.
о которых вы узнаете из видео «Как убирать скрытые выгоды от болезни». Если эта тема актуальна для вас, переходите к этому видео.